Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас на примере нескольких сеток мы посмотрим, какое качество материалов нам предлагает рынок на сегодняшний день. Есть ряд характеристик сетки, которые мы можем определить уже при покупке. Для нас при производстве достаточно дорогих изделий принципиально важно, чтобы качество материала было высокое. Это обеспечивает долгое использование изделия и хорошее его поведение в процессе эксплуатации и сохранение внешнего вида изделия в течение нескольких сезонов. Есть ряд характеристик ткани, которые мы можем считать уже в принципе при покупке. Ряд характеристик мы можем увидеть только в процессе эксплуатации изделия. Сейчас мы с вами посмотрим, что, собственно, мы можем увидеть при покупке ткани. Вот у меня в руках образец сетки. Это очень хорошая качественная сетка. Покупаем мы ее у поставщика Черса Спорт. Мы в нашей мастерской работаем именно с этой сеткой. Сейчас посмотрим, что мы, соответственно, можем увидеть при покупке. Прежде всего, когда мы подходим к стенду с тканями, мы обращаем внимание на цвет ткани. Это цвет такой средний. Он, видите, достаточно хорошо совпадает с цветом кожи с легким загаром. Собственно, таким образом я и подбираю цвет сетки при покупке. Я прикладываю к предплечью и смотрю, насколько близко к цвету кожи у нас сетка. У Черса Спорт есть еще более светлый тон сетки и более темный тон. Артикулы я вам укажу в табличке, которая будет прилагаться к этому уроку. Там будет, соответственно, и номенклатура цветов, и номенклатура сеток. Второе, на что мы смотрим, когда стоим у стенда с материалами, это на консистенцию сетки. Бывают сетки очень рыхлые, которые берем в руки. К сожалению, у меня в мастерской нет таких сеток, я их не покупаю. Они прям очень мягкие и очень рыхлые, с такой неровной фактурой. Такие сетки очень часто легко подвергаются зацепкам, кошлатятся через некоторое время. Такие сетки, конечно, лучше не покупать, потому что изделие, даже если это будет хорошее изделие, сшитое из этой сетки, оно все равно будет иметь неаккуратный и дешевый вид. И бывает более плотная вот такая вот сеточка. Это тонкая, видите? Такое плетение тонкое. А бывает такая вот более плотная сетка. У нее более крупные ячейки. По сути, потребительские качества этих сеток не сильно отличаются, они обе очень хорошие. Кто как больше любит. Кто-то любит больше тоненькую сетку, кто-то любит более плотную сетку. На мой взгляд, более плотная сетка, конечно, чуть-чуть прочнее, чем более тонкая, но статистики использования крупноячеистой сетки у меня, к сожалению, нет. Мы просто ее не часто покупаем, предпочитаем все-таки брать вот эту вот более тоненькую сетку. И еще один, на мой взгляд, наиболее важный показатель ткани, который мы можем определить при покупке, это ее растяжимость. В идеале растяжимость ткани и коэффициент растяжимости ткани мы измеряем и рассчитываем за столом с линейкой. Здесь у меня в качестве линейки выступает коврик с нанесенными сантиметровыми делениями. Я вырезала образцы сетки с точными размерами 10 на 10 сантиметров. Видите, вот они по ним попадают как раз в деление на коврике. И сейчас мы с вами попробуем ее максимально растянуть по долевой и поперек долевой. Прежде чем это делать, мы с вами разберемся, что такое долевая, что такое поперек. Долевой, поперечная. На примере двух сеточек мы можем, собственно, посмотреть. Вот направление долевой, вот поперечная. Здесь тоже вот долевая, вот поперечная. Я надеюсь, что качество видео позволяет вам увидеть направление нитей. Вот на этом образце мы видим направление долевой и поперечной. Всегда это можно увидеть без особого напряжения на ткани. Итак, мы подходим к тому, чтобы снять показания растяжимости ткани. И в процессе измерений мы будем заполнять табличку. Эту табличку уже в готовом виде вы сможете скачать в инструкции к этому уроку. И здесь я записываю, что у меня сетка
артикул 0719. Это вот эта вот тоненькая сеточка, цвет 232. И исходное растяжение по долевой у меня 10 сантиметров, исходный размер. И теперь я беру образец ткани по долевой. Здесь я фиксирую свою руку, чтобы край ткани располагался в начале измерения. И максимально растягиваю ткань и измеряю, на каком уровне у меня лежит растянутая ткань. Мы видим, что это 23 сантиметра. И, соответственно, сюда я пишу 23. То же самое с этим образцом мы делаем поперек долевой. Я пишу, что это поперечная. Исходный размер 10 сантиметров. Также фиксирую руку в начале измерения и максимально растягиваю ткань. Смотрю, что это у меня 15 сантиметров. И записываю 15 сантиметров. Сейчас такие же измерения мы сделаем для остальных образцов ткани. Это разные поставщики. К сожалению, поставщики не всегда озвучивают именно производителя сетки. И в любом случае мы можем полагаться только на их слова, потому что даже если нам предоставляют какой-то сертификат, мы не можем быть стопроцентно уверены, что это сертификат именно на это изделие. Берем другую сеточку. Черса Спорт очень хороший поставщик, и всегда можно на него полагаться, очень хорошие сетки. Беру другой артикул сетки, которая более плотная. Это артикул 6287, цвет тоже 232. Значит, точно так же прикладываю сеточку и максимально ее растягиваю. Вот она растягивается на 25 сантиметров. И я записываю исходная 10 сантиметров и растянутая 25 сантиметров. Также поперек долевой 10 сантиметров исходные и 16 растянутые. В учебниках по технологии пишут, что нужно растягивать чуть-чуть ткань, не сильно ее прям деформируя. У нас немножко другая ситуация. Нас интересует именно крайнее растяжение, поэтому мы растягиваем на максимум. Теперь мы берем сетку из магазина Эста. Это такая очень тоненькая сетка с легким блеском, приятного цвета легкого загара. Очень хорошая сетка до недавнего времени. Сейчас она обладает, к сожалению, одним недостатком, о котором я скажу чуть позже. Но вообще сетка очень хорошая. Мне она нравится. И если, допустим, на рынке нет той сетки, к которой я привыкла, вот из Черса Спорт, я скорее буду брать вот эту вот сетку. Берем по долевой, располагаем и также растягиваем на максимальное измерение. 25, 10 и 25. Поперек долевой. Десять и 18. Теперь мы берем сетку поставщика Roxy. Вот у нас исходный образец, вырезанный из рулона. Растягиваем его по долевой. 18. Теперь поперек долевой. 17. Теперь сетка производитель Крисан. Так. 24. Поперек 14. Теперь я беру образец. К сожалению, я не знаю поставщика. Нашу мастерскую Рита Мамун просила отрезать пустой рукавчик от красного купальника под Вивел Рокью. Это купальник производства мастерской Риты Демидовой. Очень хорошая мастерская. Где они берут сетку, я не знаю. Но вот давайте посмотрим качество этого образца.
19 и поперек 17. И последний образец у нас сетка, скажем так, непонятного производства, куплена в одном из магазинов Москвы. Был такой период, когда в магазинах вообще невозможно было найти хорошую сетку, и приходилось брать то, что есть, подходящее хотя бы по цвету. Ну, вот видим, да, цвет более-менее удовлетворяет. И здесь такая очень интересная нас ожидала особенность. Значит, смотрим растяжимость по долевой. 15. И поперек долевой 18. Как мы видим, на этом образце растяжение по долевой меньше, чем растяжение поперек. Такое тоже случается, и в таком случае нужно будет кроить основу купальника в обратном направлении. Обычно мы основу купальника перед и спинку кроем по долевой, а рукав поперек. Вот в случае с такой сеткой нам нужно будет кроить в обратном направлении. Значит, вот у нас результаты измерений. Сейчас мы попробуем рассчитать коэффициент. Коэффициент, если правильно его рассчитывать, то нам нужно делить исходное измерение на растянутое измерение. Сейчас мы сделаем по-правильному, а потом сделаем так, как удобно нам. То, что будет более понятно. Соответственно, сейчас высчитаем коэффициенты растяжения правильно. Но дело в чем? Когда мы рассчитываем таким образом коэффициент растяжимости, во-первых, это трудно нормальному человеку сделать без калькулятора, а во-вторых, вот для меня эти цифры, они как бы тяжелы для восприятия. Для меня значительно проще разделить в растянутом состоянии длину на исходную, то есть 23 делим на 10 получаем 2,3, и 15 делим на 10 получаем 1,5, ну и так далее. И эта величина для меня показательная. Я четко понимаю, что у меня изделие растягивается в 2,3 раза или здесь в 1,5 раза. То есть так значительно понятнее. Не очень понимаю, почему принято рассчитывать коэффициент растяжимости именно так. Ну, у нас в мастерской мы используем вот такой коэффициент растяжимости. На самом деле коэффициент растяжимости нам нужен для чего? Для того, чтобы понимать, какую сетку брать, а какую лучше не брать. Ну и вот я сейчас напишу коэффициенты дальше, и мы с вами посмотрим. Для того, чтобы купальник на растущей девочке носился долго, нужно, чтобы коэффициент растяжимости сетки был больше 2. Поперечное растяжение нас не очень сильно волнует, потому что это для нас важно только в тот момент, когда гимнастка надевает купальник. А растяжение по долевой для нас важно, потому что это напрямую влияет на то, насколько девочке будет удобно двигаться, там, допустим, делать мостик в купальнике, перевороты. У нас купальник максимальную деформацию по длине испытывает в положении мост, когда девочка сгибается практически, беря себя за щиколотки. И если сетка не будет достаточно растяжима, то ей будет просто физически тяжело это сделать. Допустим, вот если мы возьмем последний образец, у которого растяжение по долевой было 15 сантиметров, то есть коэффициент растяжимости 1,5, вот в таком купальничке девочка мостик сделать практически не сможет, не даст возможности. Просто купальник не сможет достаточно растянуться. Из такой сетки, когда нам приходилось шить, мы его кроили поперек. У него растяжимость 1,8 поперек. Итак, из тех сеток, которые мы сейчас с вами рассмотрели, я бы брала сетки, у которых растяжимость по долевой больше 2. То есть это сетка поставщика Черса Спорт, сетка поставщика Эста и сетка производителя Крисан.
Мы сейчас поговорили о тех показателях, которые мы можем увидеть при покупке. Но есть ряд показателей ткани, которые мы можем увидеть только в процессе эксплуатации изделия. Мы с вами работаем с синтетическими тканями. То есть все сетки, которые мы рассматривали, это все синтетические ткани с добавлением эластана. Если бы мы работали с натуральными тканями, то у нас была бы острая необходимость каждый раз перед изготовлением изделия декотировать ткани. Что такое декотировка ткани? Это влажно-тепловая обработка ткани. Да? Можно либо замочить в горячей воде, можно прогладить с паром, утюгом. Обычно синтетические ткани декотировки не подвергаются, у них нет особенности усадки и изменения своей геометрии при влажно-тепловой обработке. Но, к сожалению, практика показала, что не все синтетические сетки себя так ведут. Вот у нас образец сеток, которые в свое время были куплены у поставщика Roxy. Вот этот образец я вырезала с точными размерами 10 на 10 из нового рулона сетки. И здесь у меня лежат еще два образца этой же сетки, но уже прошедших определенную обработку. Вот этот вот образец был также вырезан с размерами 10 на 10 и 2 раза на температуре 120 градусов с паром он был подвергнут обработке утюгом с паром. Видите, насколько сильно изменилась его геометрия. Мы видим на данный момент усадку на 5%. Причем это не предел усадки этого материала. Более серьезная декотировка показывает усадку этого материала на 10% по долевой. Что это означает? Если мы из этой ткани, не продекотировав ее предварительно, сошьем изделие, а потом будем расклеивать изделие камнями горячей фиксации, то в процессе расклейки наше изделие сядет на 10%. Длина изделия обычно это 60 см. То есть итоговые размеры изделия по длине будут короче на 6 см от того, что нам нужно. Это даже не один размер, это больше, чем один размер. Соответственно, вы сделаете примерку, потом расклеите купальник, девочка придет его забирать, и купальник ей будет мал. Для того, чтобы такого не было, эту сетку нужно предварительно декотировать. И хорошо бы, если бы только этим ограничивались недостатки конкретно этой сетки. Вот этот образец, он был вырезан также размерами 10 на 10, он не подвергался влажно-тепловой обработке, но в процессе обучения студентов я этот образец неоднократно растягивала по долевой и поперек. Видите, что в процессе этого растяжения геометрия сетки изменилась. Она растянулась практически на 10% поперек долевой. То есть это значит, что мы сшили купальник из этой сетки, и через какое-то время нам придется его ушивать по боковым швам, потому что изделие просто растянется в ширину. А так как рукав у нас кроится поперек долевой, то рукав нам придется укорачивать. Рукав длиной 50 см нам придется укорачивать через какое-то время на 5 см. Это очень большие недостатки сетки. К счастью, другие сетки не показывают такого поведения в процессе эксплуатации, но есть еще ряд недостатков, которые сетки, собственно, в процессе эксплуатации могут показать. В процессе эксплуатации лопаются в особо напряженных местах, это подмышечная впадина обычно, нитки эластана. Во-первых, они вот так вот вытягиваются на материале, видите? И могут торчать вылезшие хвостики ниток эластана, видите? На этой сетке это еще достаточно неплохой вариант. Этот купальник носился более 3 лет, и как выглядит подмышечная впадина на этом купальнике, это в принципе вполне прилично для такого срока использования этого купальника. Иногда бывает значительно хуже. Иногда приходится прям обрезать торчащие белые нитки, потому что изделие имеет неаккуратный вид. Из тех сеток, которые мы только что рассмотрели, этого недостатка лишены сетки поставщика Черса Спорт. Этот недостаток я не видела на сетках Крисан. И, как ни удивительно, этого недостатка лишена сетка вот этого непонятного производителя. Какие еще бывают недостатки сетки? Вот эта сетка непонятного производителя. У нее есть еще такая особенность, которую, к сожалению, на видео я не могу показать. Лицевая сторона у нее более гладкая, изнаночная более шершавая. И, кстати, как определить, где лицевая, где изнаночная часть? После растяжения и сжатия сетка всегда будет заворачиваться наизнанку.
Видите, краешки заворачиваются наизнанку. А хорошая сетка будет почти не заворачиваться. Более плохая будет сильнее заворачиваться. Ну так вот, сетка, у которой лицевая сторона более гладкая, изнаночная более шершавая, имеет еще одну особенность. Дело в том, что вот на вот этой гладкой лицевой стороне не держатся камни. Мы приклеивали различными способами, к сожалению, с нее камни летят. Поэтому приходилось из этой сетки шить изделия на изнаночную сторону. На изнаночной стороне они хоть как-то держатся. Ну вот бывают такие чудеса. Вероятно, здесь использована какая-то пропитка типа антипод, антипыль, которая защищает сетку от каких-то загрязнений. Ну вот, пожалуй, это все, что я хотела вам рассказать про сетки. Здесь еще есть один момент, который можно сказать про декотировку. Обжегшись вот на вот этой вот сетке, мы начали декотировать сетку Черса Спорт в какой-то момент. Достаточно жесткая декотировка показала усадку этой сетки по долевой 5%. Поперек не наблюдалась усадка. Но дело в чем? Сразу после декотировки усадка-то есть. Но потом в процессе работы с этим изделием оно обратно растягивается, оно восстанавливает свою геометрию. Ну, это как джинсы, которые постирали, да, то есть они при надевании сразу после стирки достаточно тугие, а потом в процессе носки опять возвращают свою геометрию. Ну, собственно, с вот этой сеткой точно так же и произошло. Поэтому эту сетку декотировать абсолютно не нужно, а то у нас получится изделие слишком сильно на вырост. Единственное, что вот все, что мы говорили сейчас про эти образцы, это относится именно конкретно вот этим вот образцам. Практика показала, что в течение некоторого времени, даже несмотря на то, что наши поставщики покупают, допустим, одну и ту же сетку у одного и того же производителя, не факт, что качество сетки не изменится. Вот, например, такая история произошла с сеткой из Эсте. Какое-то время это была сетка отличная, никаких ниток эластана из нее не вылезало, она была практически неубиваемая. До сих пор уже вот иногда ко мне приходят изделия 5-летней давности, даже 6-летней давности, сшитые из этой сетки. И они, собственно, сохраняют свой первоначальный нетронутый вид на протяжении уже нескольких хозяек. Сетка как была, как новенькая, так и осталась как новенькая. Потом, через какое-то время сетки в магазине не было, и потом она появилась. Видно, что это сетка того же производителя, потому что структура точно та же, да, внешний вид точно тот же, цветовая гамма та же самая. Но сетка, к сожалению, показывает выпадение ниток эластана уже через пару соревнований. Опять то же самое, да, мы не можем говорить, что один и тот же поставщик будет покупать сетку у одного и того же производителя, да. Столкнувшись с недостатками какой-то сетки, поставщик может поменять производителя, может, допустим, сказать производителю о недостатках его сетки и производителю улучшить качество. Поэтому я надеюсь, что все поставщики будут возить исключительно отличную сетку, и качество сетки со временем будет улучшаться, а не ухудшаться. Я рекомендую после этого урока вам провести расчет коэффициента растяжимости для сетки, которую вы привыкли использовать. И еще я рекомендовала бы, не стоит часто менять поставщиков сетки. Дело в том, что коэффициент растяжимости еще очень сильно влияет на то, какие убавки или наоборот прибавки к оригинальному построению мы будем делать. И стоит найти доступную сетку, которую вы можете покупать из раза в раз, рассчитать на нее необходимые прибавки и убавки и работать только с ней. Переход на другую сетку заставит вас опять настраивать свое построение под конкретную вашу сетку.